Для того, чтобы пришить фермуар к нашему желудю, нам понадобится иголочка, ножницы и сам фермуар. Фермуар у меня в размере 5 сантиметров. То есть, если взять, вот так вот померить, 5 сантиметров. Вот. Сразу проверяйте. Бывают бракованные фермуары, что плохо открываются. Что мы делаем? Смотрите. Вообще, есть разное производство фермуаров. У меня до этого были не такие частые дырочки. И я их отсчитывала общее количество, потом делила пополам. И мне это нужно для того, чтобы хорошо пришить к фермуару ровненько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть у нас середина 10 дырочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот серединка 10. Я отступаю одну дырочку для того, чтобы начинать пришивать вот в этот угол. Если посмотреть, мы вязали вот наш ряд первый, и вот с этого угла мы начинаем пришивать. Поэтому я отсчитываю серединку, и одну дырочку мы отступаем в сторону правую. Итак, будем пришивать этой же ниточкой. Берем, наверное, чуть-чуть срежу, чтобы слишком длинная не была. И я эту нитку делю на 2 ниточки. Для чего? Для того, чтобы спокойно ее вдеть в иглу, и игла спокойно проходила. Кстати, тоже разное производство, разные отверстия. Проверьте, чтобы у вас игла проходила в отверстие. А то вы вставите, начнете пришивать, а у вас не проходит. Вот. Удобно пользоваться иглой с большим ушком, и чтобы игла была узенькая. Когда обычно иглы, вот я отделяю сначала одну нитку, потом беру еще вторую ниточку, отсюда отделяю. Всего ниточек у Yarn Argents 4, и вот пополам делим по 2 ниточки. Так. Можно, конечно, взять просто нитку дополнительную, более крепкую, да, я уже говорила, и пришивать ей. Тогда нужно хорошо закреплять в начале нитку, чтобы она у нас не оторвалась. Все, вставляем в иголочку. И что я делаю дальше? Смотрите. Вот у нас где начало ниточек. Я здесь прокладываю до вот этого уголка, который я вам показывала в первом ряду, верхнем. Вот. Эту ниточку мы проводим. Смотрите, не перетяните, чтобы не стянулось у нас вязание наше. Все, я провела, и дальше я делаю, что я вот таким образом ниточку вывожу сюда. Далее мы с вами отсчитали, что у нас 10 это середина, минус 1 вправо, это получается 9. Я отсчитываю 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До этого у меня были фермуары, что я по 6 отступала. Здесь же они чаще, эти дырочки, поэтому беру и таким образом высчитываю. Подтягиваю. Подтягиваю. Сюда сильно не перетягивайте, иначе оторвется. Смотрю, чтобы у меня здесь на фермуар укладывалось наше полотно. И вот эти петельки, они у нас не заходили. И уже в следующее отверстие вправо я провожу иглу и прокалываю одновременно с задней стороны наше полотно. Вытягиваю.
Дальше, следующее. Прокалываю с этой стороны. То есть мы идем сейчас вправо по стежкам. Смотрите, вот видите стежок, и следующее у нас отверстие мы выводим уже. Ничего не пропускаем, никакие стежки, отверстия. Каждое отверстие у нас задействовано. И так я дохожу до конца. Молча вы можете подглядывать, что я тут делаю. Так самостоятельно пришиваем. Смотрите, чтобы у вас слишком слабо не было вязания. И расстояние, вот это, которое мы подхватываем, посмотрите, не сильно далеко, потому что иначе вот под загиб вот этого фермуара, оно, ну, как не будет места, чтобы туда вот большое количество вязаного полотна подошло. Смотрите, я подошла, у меня осталось одно отверстие незадействованное. Я сейчас сюда вывожу и показываю, что дальше будем делать. Так. Вот. И смотрите, здесь я подтянула, держу, вывожу здесь в уголочек. И мне нужно вот это место несколько раз стежки сделать. Для чего? Для того, чтобы, когда мы открывали фермуар, хорошо было закреплено это место. Вообще, где-то 3 раза, наверное, достаточно будет. Вот я один сделала, второй. Ну, давайте 4 тогда уже сделаем. Все. И сейчас, смотрите, я возвращаюсь по тем, вот, смотрите, я возвращаюсь по тем же стежкам. То есть я сейчас буду делать стежок сюда. И так, до того места, где у нас, где мы начинали. Возвращаемся. Если где-то вы маловато, вот здесь с этой стороны видите, что вы подхватили, вот даже если потянуть, смотрите, подтянуть, у меня, видите, там не видно дырочек этих. Если слишком маловато подхватили, когда возвращаетесь обратно, смотрите в эту сторону и подхватывайте тогда побольше. Ну, тогда у вас подтянется полотно в фермуар туда. То есть важность это сильно много не подхватывать, чтобы там излишка не было, да, и чтобы было достаточно скрыто. Так, все, я сейчас уже тут пересмотрела, не туда дохожу до конца. Так, смотрим.
Вот у нас отверстие было, с которого мы начинали, да? Сейчас что мы делаем? Смотрите, вот отверстие, с которого мы начинали. Мы пропускаем 2 отверстия, видите? И третье я сейчас вот вставила иглу. Это отверстие должно совпасть с углом вот следующим. То есть у нас в ряду был один угол, вот, начало ряда, и конец ряда, вот тут угол, видно его. Вот, то есть вот этот угол должен совпасть с третьим отверстием от вот этого. То есть 1, 2, 3. Третье отверстие у нас должно совпадать вот с этим углом. За этим следите, и потом мы спокойно пойдем вниз. Сейчас я делаю вот тут вот стежок. Вот этот стежок сейчас буду делать. То есть я сейчас выведу здесь иглу, вот сюда вот введу, и у меня будет это стежок середина между вот этими углами нашего ряда. То есть началом ряда и концом ряда. А вот третье уже будет угол или, можно сказать, конец ряда, вот последнего, верхнего. Подхватываю. Провожу сейчас стежочек, вывожу. Мало подхватила, сейчас, когда потом будем обратно идти, я там подхвачу побольше. И все, вот мой угол, я подхватываю и вывожу уже в третьем отверстие. Все, также стежочком идем до конца ряда, смотрим то полотно, чтобы у нас было не слишком много и не слишком мало. Если вдруг вот эти петельки заживались, мы их просто вот так вот иглой вытягиваем. Бывает такое, смотрите, их не пришейте, а то они будут мешать, будет слишком толсто. Иду до низа, не пропуская дырочек. Вот видите, я уже тут пропустила. Возвращаюсь. Мне нужно вот в это отверстие. Так, смотрите, тут чуть-чуть тянет, поэтому я что делаю, если я вдруг не могу сразу в полотно, я вот провела ниточку, а потом уже подхватила. Можно половину закрыть фермуарчик, чтобы ослабить натяжение. И все, тут вот, конечно, сложновато, но все это возможно сделать. И на камеру сложно сейчас проследить. Все, у меня последнее отверстие. И я на краюшке этого места, на фермуаре, то же самое делаю. 3-4 стежка, в зависимости от того, как у вас там получится, потому что их хорошенько натягиваю. Смотрю, чтобы полотно было натянуто, и смотрю, чтобы стежки были такие прям хорошо затянуты. Иначе это место расхлябается все равно с течением времени. Вот. 2 раза я сделала. Сейчас посмотрим, 3 или 4 сделаю. И мы
Дальше продолжим. Все, наверное, 3 сделала. Далее, смотрите, нам нужно сейчас, вот у меня, если посмотреть, как я вот пришила, да, чуть-чуть вот здесь вот у меня плохо подтянуто. Вот, видно, даже дырочки. Я сейчас возвращаюсь на то место, откуда мы начали влево идти, да, и буду вот эти вот места подтягивать, чуть больше подхватывать. От фермуарчика больше брать вязаного полотна и подтягивать. Все, сейчас мы что делаем? Мы также возвращаемся по тем же стежкам вверх. Еще раз говорю, смотрите, чтобы у вас было хорошо полотно подтянуто к фермуару. Если бы я взяла ниточку полностью, да, ну, в эту толщину, то есть не деля на 2 части, было бы очень затруднительно пришивать, нитка толстая. А вот таким образом, ну да, приходится туда-обратно проходиться, да, чтобы у нас было потолще. Но вот. Зато быстрее получается. Иначе я пробовала полностью ниточкой пришивать. Тяжеловато это делать. Поэтому советую так выполнить. Дырочки маленькие, гладо еле-еле проходит. Вот. А если еще и с такой толстой ниткой, то вообще будет очень тяжело. Так, смотрите. Я подтянула. Видите, у меня теперь дырочек нет. И все. Что мы делаем? Сейчас нам нужно вот здесь, с этой стороны, сделать узелок. То есть, как обычно мы делаем узелок, подхватываем где-то в каком-то месте полотно и в петлю. Я так делаю 2 раза для точности. Раз и еще разок. Потом что я делаю? Я вывожу на вот эту сторону между петелек. Вот, вывела между петелек. И тут то же самое делаю. Раз и 2. Все, ниточку мы закрепили. И можно ее вот так вот спрятать, кончик провести в полотно и туда же обратно еще пройтись. Все, срезаем. Если будет видно, но тут вот эти наши петельки все закрывают. Вот так вот пришила первую сторону я, да, и сейчас нам нужно перейти ко второй стороне. У нас осталась вот эта вот вторая ниточка. Мы ее вдеваем в иглу. Эту нитку не используем, она уже такая слабенькая, можно сказать. Вот, поэтому переходим к новенькой ниточке. Дальше. Я сейчас закрою, чтобы мне не мешалось. Я делаю то же самое, то есть у нас ищем последний ряд. Вот он, последний ряд. Его видно. Первый уголок это вот этот. Вот он. И второй уголок вот этот. Вот, видно их. Видите, да? Вот. Та дырочка, которая у нас получается 9, мы вставляем сейчас вот сюда, от краешку, да, а потом у нас будет, получается, с другого уже конца 9 вот здесь. А там 2 посерединке ниточки, у нас стежок вот здесь получается посередине. Вот, так. Нам нужно сейчас ниточку пропустить в угол
который у нас есть. И там посмотрим, может мы пойдем вправо, может влево, как будет удобно. Кому как удобно. Все, я в уголочек поднялась. Пропускаем ниточку. Давайте, там мы шли, получается, там мы шли слева направо, а сейчас пойдем справа налево. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, девятое отверстие. И с той же стороны, с изнаночной стороны, мы ниточку в 9 дырочку вставляем. 1, 2. Все, в 9 отверстие я вставила. Потихонечку подтягиваю. Можно порвать нитку аккуратно. И сейчас прохожу уже вниз стежки. Все точно так же мы проходим вниз. Потом на уголке внизу закрепляем 3 стежками, 4, как там у кого какая ниточка. Вот. И возвращаемся наверх по тем же стежкам. Вот. А потом уже идем в другую сторону. Точно так же, как и с той стороны мы все выполняем. То есть тут ничего, никаких новшеств не будет. Все точно так же. Вот тут я, смотрите, переборщила, да, много подтянула, и она сюда уже не входит, это полотно. Поэтому смотрите внимательно вот насчет этого. И чересчур прям в край нельзя, и слишком много захватывать нельзя. И знаете, в этом и кроются какие-то, не знаю, секретики, аккуратности, что ли. Когда ты просто так на бум пришил, да, и будет держаться, но и смотрится потом нехорошо. А когда пришиваешь так, как нужно, все вот эти нюансы соблюдаешь, у тебя и вещь такая какая-то аккуратнее, что ли, выглядит. Все, я дошла до низа, пока болтала, и закрепляем 3. Вот у меня, в моем случае, 3 стежка. Вдруг у вас будет хляпенько, да, хлюпенько у вас будет, тогда делайте 4 стежка. И там уже можно, знаете, как еще сделать? Вот подзакрыть фермуар, и тогда оно подтянется побольше чуть-чуть. Сильно не отходить от этого отверстия далеко. Ну, то есть стежок не делайте. Вот я о чем сейчас покажу. Вот, то есть вот у меня вот отверстие, да, и я прям у края вот здесь в вязаный наш желудь вставляю. Иначе, если далеко слишком, тогда будет нитка натянута, и не будет такой крепкого такого пришития. Так, смотрю, что у меня тут все хорошо, даже чересчур я подтянула, поэтому я могу спокойно вернуться, ничего мне не нужно подтягивать. Так, возвращаемся. И останется нам другая половинка, и наш фермуар желудь будет готов. Все, я до серединки дошла. Сейчас смотрю уголок, край этого ряда, чтобы он у меня совпал с третьим отверстием. Если это не совпадет, тогда у вас будет желудь перекошен. 1, 2, 3. Все, сейчас я пришиваю серединку.
следите за петельками, чтобы они тоже у нас не зашились туда, в фермуар. Не получается вот здесь мне подсобрать сразу, поэтому вот у меня край, я его уголок ряда, я его подхватываю и в третье отверстие вставляю. Все, сейчас я могу спокойно доходить до краюшка, закреплять низ и возвращаться наверх от того места, от которого начала двигаться вниз. Ничего здесь сложного нет, просто нужно чуть-чуть терпения, аккуратности и внимательности. И все. Главное не торопиться. Бывает такое, что ты торопишься и все куда-то летит, психуешь, и ничего у тебя в итоге хорошего не получается. Вот. С опытом я уже поняла, что нужно со спокойствием подходить к этой работе. Так, давайте я до угла сейчас почти дошла. Тут, конечно, мешается эта часть, ее можно внутрь положить, этот карабинчик. Вот. Самые сложно доступные места — это вот эти углы. Тут можно подзакрывать фермуарчик и пришивать. Все, я тут закрепляю сейчас уголок нижний и иду вверх до той точки, с которой мы начинали. Так, смотрите, я дошла до серединки, до того места, где, получается, я начинала, и все. Мы пришили с вами фермуар. Что мы сейчас делаем? Закрепляем ниточку, прячем таким же образом, как до этого, с той стороны. То есть я делаю вот здесь вот 2 узелка. Раз. Сюда же. 2. Перехожу на сторону, где у нас петельки. Петельки. И между петелек тоже делаю узелки. Парочку узелков делаю, и все. Отрезаем ниточку, прячем, отрезаем. Все, срезали. Наш фермуар с вами готов. Я кладу всегда сюда какой-то клубочек или еще что-то, посмотреть,
все ли хорошо у меня пришилось. Посмотрите, вот таким образом я пришила свой фермуарчик ровненько. Бывает такое, что вот эти петельки сюда вот, как сказать, немножко залипают. Я их чуть-чуть вот около фермуара вытягиваю иглой, выравниваю, чтобы они были такие аккуратные. Вот, фермуар готов. Я рада, что у вас получилось.